не снимай, не выкладывай. 9 сентября, мальчики, девчонки. Все высохло. Короче, когда трогаю, как будто по батиной бороде провожу. Ну, где-то так. Двухдневная такая щетина. Это пыль, короче, потому что я красил на улице. Теперь надо просто с водой это дело замыть 2000 или 1500. Потом у меня есть полиролька, просто кругом так всю пройти, чтобы... И вот это вот западлище тоже надо оттереть. Вот, на покрашенное села. Даже так я ее ногтиком стер, короче. Ну, сполируется, уйдет, зашкурится, зачистится. У меня тут кое-чего есть. Я уже не помню, зачем я это заказывала. Но вот оно есть, короче. Мне надо кое-чего с него снять, короче, вот эти крючочки. Я хочу феном немножко их погреть, чтобы они отошли. Просто чуть-чуть погрею, чтобы она поэластичнее стала. Не знаю, сколько раз снимал, ни разу не ломал их, а тут прям сразу все обе сломал. О, понял. Чик. И готово. Есть. Вчера было прохладно на улице, поэтому я их поломал. У меня же не было фена с собой. Блин. Ой. Челси. Это зависть. Почему? Он должен тебя Ну, фотографировать. кто это тут лежит такой, а? Пузико Это тебе кто тут гладит. такой лежит? Кто тут такой лежит? Ух ты, кошатей. Ну что, я нарядился во все, что было. Вообще-то не жарко ни хрена. Вот такой красотет, короче. Сам себе удивляюсь. Это мои племяшки. Тужирка. Будем сейчас снимать вот это вот. То, что я вчера тут накрасил. Будем ее так с водой так, чтобы она была гладкая, чтобы вот этого всего не было, короче. Ну и по традиции сделаем вот так. Опа. Пациент готов. Вот я нашел тут 1500, 1000. И это что-то 2500. Я не знаю, может сразу этой попробовать. Наверное, 1000 вообще не буду. Сначала этой попробую, потом этой. Боюсь, что тут еще подкрашивать надо будет. Тут пепельница прилипла. Все стачивать надо. Осталось краски буквально подкрасить, где затру. Вот не прокрас, например. В общем, снимать не буду. Так, промежуточные этапы поснимаю. Так, ну вот эту полирнул, короче. Полирнул. А ту начал затирать. Ну и пропилов дофига. Иди отсюда. Нифига, чуть за нос не бах. Охренела, что ли? Короче, нафигачил там пропилов. И перекрасил по новой. Сохнет, лежит. Сегодня вряд ли я ее буду полировать или что-то с ней делать. Пока высохнет. Пока солнышко есть, пусть сохнет. Пока мы в саду, можно врезать Чайковского. Обнаружен новый способ шумоизоляции и виброизоляции. Вот это все я достал оттуда. Просто было напихано так. И внизу уже стояла вода, потому что я не знаю почему. Промываю, короче. Там промываю все. Потихонечку прям беру так. Вот где-то. Здесь тоже. Сейчас просохнет, соберу. Естественно, без этих труб. Да, это еще не все. Вот эта штука была прифигачена просто вот так. Тыщ, тыщ, тыщ. И ничего, что она сломалась. Это никого не волновало. Что здесь есть миллион закладных, которые просто насмерть цепляются.
никому не помешало просто взять и зафигачить дыры. Просто бам. Бам. Господи. Ну, колхозники, что с этого, с них взять-то? Как она была прикручена, видишь, какая раздало. Да, мусор дребезжит. Дождик заколебал. Весь день идет. Не знаю, зачем. Типа дребезжит. Можно же взять, проклеить антискрипом каким-нибудь. Ну зачем так портить-то машину? Непонятно, короче. Сейчас мне позвонил бывший хозяин, говорит, почему клуб до сих пор не на учете? Я говорю, в смысле? Ты что-то путаешь, родной. 6 числа как уж получается 3 дня. 6, 7, 8, 9, 4. Так, у меня высохла вот эта штука. Мне надо ее немножко полирнуть и устанавливать уже на место. Солнышко появляется, раз, и высыхает у меня все. Быстренько сейчас полирну. Прикольная полиролька, универсальная, короче. Обычно есть первый номер, второй, а это универсальная. В общем, я замучился. Во-первых, у меня кончилась краска. Вот. Тут я все отполировал, короче. Я начал... Вот эту я прям этой 1500, по-моему, наждачкой затер все. Сделал кучу пропилов. Ну, добил это все баллоном, высушил. И еще раз запилил. Уже получилось без пропилов. Ну, один вот здесь получилось. Но баллон я уже выбросил. Я полез за этим баллоном, короче. Достал его. И там буквально было вот столько вот краски. Просто вот пылинка, знаешь, упала куда нужно. Вот здесь вот. Ну, ту штуку тоже обнаружила тут не прокрас. Вот здесь. Ну, кстати, до сих пор есть. Если присмотреться вот здесь. Но у меня, блин, кончилась краска. Я ничего не могу сделать. Я, наверное, успокоюсь пока. Оставлю это все до следующего теплого сезона, как говорится. А мы сейчас с собакой поедем домой. Хватит тут сидеть и мерзнуть. Так, я сейчас здесь сиденье настрою. О, отлично. В общем, неплохо. Но я бы еще поточил. Мне нужен баллон с краской еще, чтобы я, ну, прям выточил все как надо. Где-то протру, ну, закрашу. Подсушу, еще протру. Но на улице холодно, поэтому сейчас этим заниматься вообще неинтересно. Кресло прямиком из Советского Союза. Мне нашлась работа. Сейчас будем его обшивать. Вот такие гвозди тут. На-на-на-на-на-на-на-на. Вот это технология. Так, кресло я обшил с горем пополам. Даже показывать я не буду. Это страх и ужас. Там надо выкройку делать. Какая мне сейчас задача? Видишь вот это вот отверстие для проводов? И видно, что провода идут. Не знаю, сейчас не видно, но когда свет падает, видно. А я думал, почему у меня в кубе это отверстие было слева. Но потом до меня дошло, что надо этот карман просто вот так вот взять и перевернуть. Чтобы это провода здесь, чтобы вот эти вот не торчали, короче. Сейчас разберу. Кстати, вполне себе неплохо получилось. Ну и так как датчик у меня показывает правильно, значит, я сейчас залью бензик в бак. Оба. Холодно. Капец. Как осенью. В общем, непонятно для чего сделана вот эта штука в кубе.
И как видишь, она отлетела. То есть она на клею. Как тебе показать? Там. Она отлетела. Это я ее еще подогнул. И она делала так. Короче, я сейчас ее на клей зафигачу. Термоклей вообще вещь. Просто раз и присобачил. Сейчас так вот буду прижимать. И все, дребезг ушел. Что, карман перевернул. Теперь надо переклеить термометр. Все очень просто. Видишь, все с той стороны теперь. Все еще 10 сентября. Я обшил кресло. Правда, я тебе его не снял. Ничего там такого интересного. В общем, поступил такой коммент в телегу. Типа, чем одни палочки отличаются от других. Тут же все просто. И еще там такой вопрос. Олег Журавлев, по-моему, спросил, что в магазинах ничего толком не объясняют, а говорят, что 5А для девочек, 5Б для мальчиков. Но это полная чушь. Это полная чушь. 5А, 5Б, 2Б, 7А. Это все размер. Ну, в основном это толщина палочки. Также они отличаются по вот этому наконечнику. Есть овальные, круглые, такие продолговатые, непродолговатые. В общем, какие тебе нужны палки, это все выясняется опытным путем. Нельзя взять какие-то одни палки и просто всю жизнь ими играть. Хотя я не сомневаюсь, что есть такие люди. Я таким не являюсь. Я пришел опытным путем вот к такому размеру. Не знаю, видишь ты, нет. X5A. У меня здесь нету других. Мне не с чем сравнить. Ну, чтобы было понятно, это просто вот настолько удлиненные палки. Руки у меня короткие, как и сам весь я, собственно. И мне удобней доставать до барабанов именно удлиненными палками. Насчет толщины, как я и сказала, это все опытным путем проходится. Когда-то играл 7А очень долго. Это такие тонкие палки, без веса практически. И в чем их косяк? У них нет инерции. Когда ты играешь, если эта палка отскакивает, даже от хэта, от райда, то 7А, она очень тяжело отскакивает, поскольку веса не имеет почти. Очень слабый вес. Вот. И мне нравится, когда палка отскакивает, и ты просто ее туда возвращаешь обратно. То есть, чем легче палка, тем тебе сложнее играть, потому что тебе приходится поднимать ее еще, короче, и нет у нее инерции, плохо отскакивает. Вот, в принципе, и все различие. Так каждый для себя сам решает, какие ему нужны палки. Потяжелее, полегче. Это еще зависит от комплекции барабанщика. Если сидит такой амбал, вот с такими руками, то, конечно, там, скорее всего, 5Б или 2Б. Я не знаю, как долго живет железо под такими палками. Это же, блин, реальные бревна. Также был вопрос, зачем вот эти вот палки мне? Начнем вот с этих, например. Эти я сделал сам из таких уставших двух палочек ProMark, которыми я раньше играл. 5А ProMark. Вот, кстати, можем понять, вот она кончается, насколько разница. Видно, да? Это вообще ничего. Но когда ты поиграл вот этими палками, пришел в магазин, а там нету X5A, и ты берешь просто 5А, и такое ощущение, что твои руки стали короче. Это так ощущается. То есть всего ничего, но ощущается это капец. Тебе приходится дальше просто выдвигать руку. Вот, у меня есть еще привычка вот хвост оставлять здесь такой. Хотя, на самом деле, вот этот отрезок, он у меня все время мигрирует. То больше, то меньше. Когда я хочу играть по томам, я перехватываю в моменте палки, и хвоста здесь почти нет, чтобы всем весом как бы пробить том. Когда я играю по райду, у меня может образоваться здесь хвост, а также в малый барабан, в хэт. Но когда перехожу на тома, я раз и выдвигаю их, чтобы мне прям пробивать. Для чего мне эти палки? Этими палками
практически всегда играю только в начале песни, например. Мне нужно такой удар без атаки в железо, например. То есть ты не слышишь касания палочки. Ну, можно сказать, не слышишь. Если сравнить с этой, то есть мы слышим сам удар, потом тарелка раскрывается. Здесь ты как будто его не слышишь. Иногда, в общем, мне прикалывают играть в железо вот этими палками. Иногда, когда, допустим, в конце песни или в начале, в какой-то бридж тихий, я могу поразгонять железо вот этими палками. Очень редко, когда я ими играю, что-то такое. Малый барабан и в хэт смысла нету ими играть. Это такие мягкие палочки без атаки. Разгонять железо в основном. С ними все понятно. Это старая шуба, которая валялась на балконе. Я ее просто порезал на ленты и, наклеив, там, намазав клеем, закрутил их. Ну и тут вот нитка торчит. Чтобы она не распушилась, я ее просто зашил. Вот и все. Мне срочно нужны были, я так считал, такие палки мягкие. Просто я видел у кого-то такие крутые палки мягкие. И ими так классно кто-то разгонял железо, уже не помню кто. Я решил, что мне срочно нужны такие палки. Я их просто взял и сделал. Не снимай, не выкладывай. Теперь вот про это. Это руты. Руты бывают деревянные и пластиковые. В данный момент у меня пластиковые руты. Купил я их 100 лет назад. А если посчитать, сколько у меня было деревянных рут, то, наверное, не сосчитать. Потому что после одной же песни они кончаются. Представь, каждая вот эта вот тростинка, она будет деревянная. Просто от ударов железа, от ударов мало, ей становится плохо. Но у них нет вот такого, понимаешь? Тоже плюс. Она более жесткая. Но у этих вообще, они вечные, то есть им вообще ничего не делается. Тут были такие резиночки, можно было так вот сдвигать этот куст, раздвигать, то есть резиночкам пришел конец. Чтобы они были чуть пожестче, я их обмотал тут тейпом, короче, чтобы они были чуток пожестче. Откуда они появились? В 2016 мы ездили вдвоем со Славиком на юг играть во всех городах. Просто проезжали любой город, останавливались, играли. Играл я вот на этом кахоне. Это кахон самодельный. Подструнник оттуда я вынул. Почему? Потому что я приставлял к нему педаль со специальной колотушкой. И играл в него, как в бочку. А также у меня был малый барабан. Вот здесь стоял на стойке. К малому барабану, к стойке, была такая клемп, и на нем висел тамбурин, либо сплэшка. Играя палками, я, получается, был громкий слишком. У нас была одна колонка, сотка. Славик играл на гитаре и пел. И вот эта штука, она не громкая. А когда ты играешь в малый барабан палкой, получается дисбаланс. Тихая бочка, громкий малый, который переорал все, короче. И в первом попавшемся магазине мы купили вот такие палки. Я купил. И все стало хорошо. Что они дают? Само собой, разумеется, более тихую игру. Опять же, атака более слабая. Если ты хочешь сыграть тихо, не остро, то тебе вполне можно юзать эти палки. Я, допустим, люблю просто на базе ими поиграть, чтобы мне грохот барабанов не приседал на уши. Иногда, конечно, люблю палками поиграть, но когда я прихожу на базу, здесь куча народу в помещении, то я стараюсь не мешать людям и играю вот этими палками.
Ими можно играть почти все, что можно играть палками. Да, у них плохой отскок, поэтому двойки играть можно, но сложно. Пальцы прокачиваются на раз. Еще был вопрос про ковбел. Если ты посмотришь мои бложики, не так, если ты видел все мои старые бложики, к вот такой расстановке я пришел не так давно. Этот ковбел просто стоял на полке, потому что я не знал, куда его всунуть. У меня вот здесь висел райд, вот на этом клемпе, а на этой стойке висел вот этот крэш. Но потом я тут сотворил из чайной и крэша стек, повесил сюда райд, а на пустой клемп повесил ковбел. И не то чтобы я в него играю, но я даже не знаю, что есть какие-то биты специально под ковбел. Просто иногда по приколу поиграть. Что-то такое. Я даже не сказал, что я прям часто в него играю. То, что он у меня есть, и он у меня тут висит, мне это как бы нравится. Конечно, я его повесил в то время, когда ушел из группы. Я его так и не попробовал в миксе ни разу, ни в одной песне. А попробовать хотел много где, но не судьба. Собственно, все, что я могу сказать. У меня где-то есть еще один ковбел. Не знаю, зачем я его покупал, короче. Он примерно в 2 раза меньше. И он такой мерзкий. Я его один раз повесил и закинул куда-то. Просто невозможно мерзкий звук. Прямо отсюда тебе что-нибудь подсниму. Жека, еще раз спасибо за микрофоны. Мы с собакой приехали домой и попали вот в такое болото. Дождик шел минут 15, налил столько воды. Я поменял тему на магнитоле. По-моему, прикольно. Даже скорость показывает, прикинь. Просто океан.
Наша тебя